Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. 2 месяца назад, точнее 1 марта 2023 года, я выпустил шортс, который сейчас имеет почти полляма. Некоторые уже умудрились напилить по нему полноценные видосы, пока я репу чесал. Решил исправить эту недосказанность от меня и раскрыть тему подробнее. Клинок ворующий, но не демонов. Для особо ущемленных могу использовать слово заимствующий, ибо то или иное аниме берет что-то у других, подчеркивает моменты или вдохновляется ими. Тут же все иначе. В интервью Манги Плюс, ссылка в описании, редактор Клинка Катаяма дал множество ответов на интересующие большинство вопросы, особо выделяя, чем вдохновлялся Клинок на момент создания. Первая манга Готоги особо не зашла читателям, а первоначальная версия КРД так вообще должна была быть мрачной и пугающей. Однако от этой идеи пришлось отказаться, чтобы показать рядовому зрителю простую и несложную в понимании историю. Отказаться настолько, что буквально пришлось создать Франкенштейна. Со студией, которая является неоспоримым топом в анимации и картинке в целом. Ufotable, известная благодаря экранизации Фейта, где действительно Сакуга ебет, другого слова не подобрать. Так вот, перейдем к нашему подопытному. Начать стоит с Джоджо. Хоть я и не особо жишкафак, но с первого же сезона увидел множество схожих моментов с КРД, настолько схожих, что мысли сами лезли в голову. Смотрите сами, дыхательные техники и техники Хамона — это одна и та же хрень, где главным органом является, конечно же, легкие. Напитывают тело кислородом, греют кровь, бла-бла-бла и выдают чудо-плюху. То есть принцип схож, очень схож. Это одна и та же херня, что в КРД, что Джоджо. Отдельные техники также взяты из других аниме. Прозрачный мир, который тащит весь КРД, ну уж очень напоминает зрение Юдзиро Ханмы. Многие другие же сравнивают его с Бякуганом из Наруто. Как Джонатан пришел тренить к Цепеле, тренируясь в основном рядом с водными источниками, также Танжера пришел к бывшему столпу воды и также тренил рядом с водными источниками. Антагонисты. Я знатно так прифигел с одного момента. Если предыдущий пункт можно понять и сослать на схожесть систем, то после того, как Дио вставляет себе палец в башку, стимулируя мозг, и то же самое делает Доума, тоже стимулируя мозг, вызывает явные вопросы. А что вообще по двум этим персонажам? Социопат, маньяк, у которого проблемы с концепцией чувств и вообще отношениях с людьми. О ком я только что говорил? Да, обоих, ибо в корне это два одинаковых персонажа, у них даже стихия одна – лед. Что тот морозит, блокируя Хамон, что тот морозит, блокируя техники дыхания криокинезом. Один создал культ, у второго был такой же культ. Доума и Дио по сути своей, пусть и с несколькими нюансами характеров, один и тот же персонаж. Правда, один именно нарцисс, а второй ввиду алекситимии с синдромом ложного друга со всеми, блять, хочет подружиться, хоть и в виду все это имел. Короче, они одинаковые и разные одновременно, но по силам и их принципу один и тот же персонаж. Это же касается и главных антагонистов. Я говорю о Карсе, первая часть Жижи, и Мудзане. Я не буду вам загонять про значение бессмертия для них, подвязывая к данной теме даосизм. Покажу лишь очередные в кавычках случайные схожести. Про мотивацию уже сказал. Бессмертие или же жажда побороться с солнцем на татами. Отношения у Карса и Мутня к самим себе были схожие. Они считали себя частью природы и все, что ей присуще. Правда, Мудзан склонялся больше к олицетворению катастрофы, и справедливости ради стоит отметить, до Карса он явно не дотянул. Как моральным стержнем с харизмой, так и результатами, ибо Мудень-то не смог. Едем дальше. Пришвартовываемся к Бличу, да не просто так. Во-первых, как бы банально ни звучало, структура организации охотников на демонов — это тот же Гётей 13. Те же зарплаты у большинства капитанов, внешний вид белая хаори, темная шикакуха, забытые всеми ранги, только если в Гётей капитаны, то здесь столпы, где у каждого своя стихия, как в Наруто. С него тоже позаимствовали. Опять-таки Бьякуган как прозрачка и стихии, только если в Наримане стихии играют важную роль и одна может контрить другую, что в принципе логично и просто охеренно реализовано в Адском рае. В КРД все иначе. Стихия столпа скорее отличает его от других визуально, будто бы подчеркивая его характер, ибо посудите сами. Дыхание любви у любвеобильной Мицури, змеи у скользкого Абаная, ветра у резкого и режущего Санеми, или тумана у рассеянного Муичира. Одним словом, стихии как с любого другого аниме, только вот они не играют абсолютно никакой роли в системе сил и способностей. Взять-то взяли, а логично применить забыли, что люди вообще начали задумываться, а есть ли вообще эффект откат, мол, жарит ли
ли огонь, мочит ли вода. Абсурд, одним словом. По Наруто, кстати, успели стырить даже Шаринган. Я говорю о Канао, которая имеет суперзрение, которая, в свою очередь, работает как прозрачный мир, но почему-то за его активацию ты слепнешь. Ну что это такое, если не Мангёку Шаринган? Можно было, конечно, рассказать, как Катаяма нахваливал черный клевер и магическую битву в том самом интервью, но схожести в этих произведениях призрачные, хоть и можно было подвязать некоторые моменты. Ибо этот самый редактор вываливает все фишки на стол, язык за зубами держать точно не может, но вернемся к Хлорке. Так вот, схожесть с Бличом не только в организации охотников, это шаткий тейк, а вот высшие луны, демоны, у которых сила и ранг выражены цифрой. Это один в один Эспада Айзена, бога нашего. У Эспады ранг также выгравирован на теле, циферкой. Это настолько базовая херня и схожая организация, что я даже хз. Ибо даже отношение к ним у Мудзана было взято с Айзена. Напоминаю, Мудень множество раз говорил, что высшие луны это мусор бесполезный. Айзен тоже давал на это намеки. Мол, я вас собирал, чтобы от вас была польза, но в итоге вы все вместе взяты и слабее, чем я. И этот самый мусор он выносил. У КРД были даже замашки повторить левелап средних демонов, как в Бличе. Это я говорю о третьей высшей луне Акази, который смог зарегенить башку, начиная свою эволюцию, что Ашкок или Дик Кушиба напрягся. Уж сильно смахивает на мотивы второго ресуррекциона Ультиоры и четвертой Эспады, где вроде бы не самый топовый демон имеет потенциал к развитию и грустный мотив личности или истории, связанный с женщиной. Каюки Орихиме, hello! Вернемся к началу. Как я говорил, быть может это мне уж сильно кажется, но когда Катаяма сказал, мы вдохновлялись простыми произведениями, понятными для всех, конечно же ты вспоминаешь уже успешные культовые Джо-Джо, Блич, Наруто. Я все-таки склоняюсь, что КД является неким Франкенштейном, который пытался вобрать в себе все самое лучшее, но так и не смог это лучшее воплотить в жизнь. И быть может, жопы множества фанатов Клинка сейчас порвутся, я уж извиняюсь, мой юный зритель, но Клинок недостоин такой студии, как Ufotable, или же манга недостойна такого аниме. Есть множество проектов различных студий, которые залетели бы намного больше, чем КРД. Например, если представить Адский рай, который сейчас выходит в исполнении Тумбочки, ляжки намокнут, но это уже мое имхо. Это и были итоги по видео. Прежде чем бомбить в комментарии, подумай над оригинальной составляющей Клинка, ибо более половины сказанного в видео вполне себе логичные выводы, которые вписываются в текущее положение дел. С тобой был Рабаши, не забудь подписаться как на канал, так и на группы ВК и Телеграма. По классике благодарю шейхов в Бусти, вообще мощные ребята. КРД фаги до глубины костей и души. Еще раз спасибо, ну и пока.